Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 19 февраля. Поехали! Бельгия и Нидерланды среди других стран Европы пострадали от мощного урагана, который валил деревья и срывал элементы зданий. В бельгийском городе Турне после порывов ветра упал строительный кран, повредив помещение больницы, где находились люди. Предварительно сообщают о многих травмированных. В городе Рансарт фрагмент здания обрушился на два припаркованных автомобиля, заблокировав внутри одного ребенка. По всей стране спасатели совершают десятки выездов, чтобы убрать поваленные деревья и сорванные элементы кровли. В Нидерландах сила ветра местами достигает 39 метров в секунду. Там сообщают о 3 погибших в результате падения деревьев. Железнодорожное движение было прекращено почти по всем Нидерландам. С центрального вокзала Амстердама были эвакуированы все пассажиры, так как ветер сбрасывал вниз части стеклянного покрытия крыши. По той же причине был закрыт вокзал города Делфт. В нидерландской столице были закрыты для публики парки, в Роттердаме не работали торговые центры. В целях безопасности был закрыт и национальный парк Хохи-Филюфе. Вслед за ураганом Дадли на Великобританию обрушился еще один, Юнис, который синоптики называют сильнейшим за последние 30 лет. На юго-западе Англии и в Южном Уэльсе порывы ветра достигали 44 метров в секунду, а максимальный порыв ветра составил 53 метра в секунду. Это просто чудовищной силы ветер, который срывает крыши с домов, вырывает с корнем деревья. Людям было рекомендовано оставаться дома, запирать двери и окна, держать машины в гаражах. Погибли 3 человека, множество домов остались без крыш и без электричества. Мощный ветер повредил крышу знаменитого купола тысячелетия в Лондоне. Миллионам жителей Британии было рекомендовано не покидать дома. Метеобюро выпустило наивысшее красное предупреждение для Лондона, юго-востока и востока Англии. Несмотря на сильный ветер, лондонские аэропорты продолжали принимать самолеты, хотя многие рейсы были отменены. В Калининградскую область уже добрался шторм Юнис, который успел натворить беды в нескольких странах Европы. В области объявлено штормовое предупреждение. По данным Главного управления МЧС, юго-западный и западный ветер усилится до 27 метров в секунду. В ночь на субботу этот шторм уже успел повалить несколько деревьев, в том числе на припаркованные автомобили. Кроме того, снова затопило дорогу в поселок Прегольский на западе города. В поселке Куликово под Зеленоградском также были отмечены падения деревьев, часть из которых заблокировали движение транспорта. По предварительной информации, в этот момент там никто не проезжал. В прибрежных районах прошли аварийные отключения электроэнергии. Власти предупреждают по возможности сократить к минимуму пребывание на улице на время буйства стихии. Сильнейшая метель бушует в Усть-Камчатском районе Камчатского края России. Двухмесячная норма осадков выпала к субботе за 3 дня циклона. Наиболее сильный снег идет в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово. На Камчатке из-за пурги и плохой видимости временно перекрыли движение по дороге до поселка Усть-Камчатск, где проживают около 3500 человек. В настоящий момент ведутся работы по расчистке дороги. В связи с тем, что циклон продолжает оказывать свое действие на несколько муниципальных районов полуострова, МЧС настойчиво рекомендует жителям без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов, а в случае выезда на трассу соблюдать предельную осторожность. В начале февраля Усть-Камчатск уже несколько дней находился в транспортной блокаде также из-за мощного циклона. Сейчас атмосферный вихрь влияет на несколько районов полуострова, он принес на Камчатке сильный ветер, местами штормовой. Наша звезда переживает довольно напряженное время. На протяжении месяца Солнце прошло через серию мощных извержений. Фрагменты плазмы разлетелись по космосу. Одним из самых сильных был выброс корональной массы, а также солнечная вспышка на дальней стороне Солнца, которые произошли 15 февраля. Извержение относилось к самой мощной категории вспышки X-класса. Согласно информации Space Weather Live, Солнце вспыхивало каждый день в течение февраля, в отдельные дни наблюдалось несколько вспышек. Солнце наращивает свою активность во время солнечного максимума, самой динамичной части своего цикла. Сейчас на Солнце насчитывается 111 солнечных пятен, но активно извергаться будут не все. Солнечный максимум ожидается в июле 2025 года.
Риу-Гранди-ду-Сул, самый южный штат Бразилии, испытал на себе сегодня выпадение крупного града. Град затронул несколько регионов Альто-Вейл и Северного Плата. Опубликованные изображения и видео очевидцев события показывают последствия буйства стихии. Отдельные градины достигали размеров 5 или 6 сантиметров в диаметре. Гражданская оборона выпустила желтое предупреждение погодной опасности о сильных ветрах и выпадении крупного града. Уже после прохождения этого шторма в регионе более 200 человек обратились в службу гражданской обороны и к городским властям с просьбой предоставить брезенты для покрытия крыш в городе. На данный момент проводится оценка нанесенного ущерба градом. По словам очевидцев этого события, град падал около 15 минут. В Парагвае в условиях рекордной жары вспыхнули лесные пожары. Страна столкнулась с более чем 5000 пожаров, желтый и едкий дым достиг уже столицы страны, сильно ухудшив качество воздуха. По официальным данным, пожары были замечены как минимум в 5 охраняемых лесных районах, из которых 70% национального парка Сирокара, имеющего огромное экологическое и историческое значение площадью 5800 гектаров, были охвачены пламенем. В результате засухи река Парана, второй по длине водный путь Южной Америки, протекающая через Бразилию, Парагвай и Аргентину, упала до самого низкого уровня за 77 лет. Под угрозой не только флора. Эти места известны тем, что в них проживают сотни, если не тысячи видов животных и насекомых. Некоторые из них практически не встречаются в других уголках Южной Америки. Муниципалитет Сан-Пабло на севере Колумбии пострадал от сильных дождей, которые в свою очередь стали причиной наводнений. Интенсивные дожди вызвали разлив ручья Ла-Бриза, выливший большое количество воды на улицы. Максимальный уровень паводка не превышал 60 сантиметров. В некоторых районах города были отмечены сходы оползней. Сильным потоком воды смыло автомобили и мотоциклы, припаркованные на улицах. Жертв и пострадавших, а также пропавших без вести не отмечено, не считая материального ущерба. Смесь из воды, грязи и камней попадала в дома местных жителей. Часть районов при этом осталась без электричества. Власти региона направили персонал и тяжелую технику для расчистки дорог и оказания помощи пострадавшим местным жителям. Эвакуация на данный момент не потребовалась. На центральные районы Южноафриканской Республики обрушилась водная стихия. Особенно сильные дожди прошли в окрестностях города Тембиса, в провинции Гаутенг. В ночь на субботу здесь выпало 14 мм осадков, а днем еще 23 мм. Таким образом, суммарно за сутки выпало 37 мм дождевой воды. В результате сильно пострадали многие районы города. Несколько автомобилей здесь буквально ушли под воду на затопленных дорогах. На реке Джукски в районе к северу от города образовалась плотина из поваленных деревьев и скопившегося в русле реки мусора. В результате буйства стихий 4 человека пропали без вести, жертв и пострадавших нет. В наиболее пострадавших районах была проведена эвакуация населения во временные убежища. На завтра метеорологи прогнозируют интенсивный дождь с возможностью выпадения до 40 мм осадков. По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, степень локализации пожара в аэропорту, горящего к востоку от Бишопа в округе Иния, по данным на утро субботы подскочила до 30%. Лесной пожар, возникший в среду днем, возле Аэропорт-Роуд и Ист-Лайн-Стрит, уничтожил 4500 гектаров земли. На данный момент пожар является крупнейшим в штате за год. Пожарные продолжали успешно работать всю ночь, несмотря на отрицательную ночную температуру. В тушении пожара принимает участие более 700 пожарных и волонтеров. Полное сдерживание огня прогнозируется к 24 февраля. Сообщений о пострадавших или повреждениях конструкций не поступало. Власти закрыли несколько крупных автомагистралей на северо-западе Миннесоты в субботу утром, так как зимний шторм принес в регион метель. Сильные ветры и метель создали ужасные условия для движения транспорта, а также снизилась видимость до десятков метров. Это привело к многочисленным авариям и блокированию проезжей части транспортными средствами. Трассы останутся закрытыми до тех пор, пока не улучшатся условия для движения транспорта. К сожалению, не обошлось без последствий. Несколько человек получили травмы. Они были доставлены в больницы, им уже оказана помощь врачей. Власти убедительно просят местных жителей по возможности воздержаться до понедельника от передвижения на личном автотранспорте во избежание попадания в чрезвычайные ситуации.
За сутки на Земле произошло 92 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 5,5. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 9 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Гренландский ледяной каньон. Холодная, но притягательная достопримечательность мира. Ледяная река несет холодную и удивительно прозрачную воду из древних ледников прямиком в объятия океана, образуя на своем пути фантастические каньоны, которым может позавидовать легендарная Аризонская волна. Ледяной каньон в Гренландии имеет глубину около 40 метров. Согласно истории этого места, ранее оно было полностью покрыто снегом. Ошеломляющей красоты каньон вырезала талая вода. На данный момент это одно из самых узнаваемых мест в стране. Гренландия – самый большой остров на нашей планете, большая часть которого лежит за полярным кругом. Более 80% площади острова покрыта снегом и льдом. Талая вода, стремясь к океану, проделывает невероятные по своей красоте русла во льду. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.